Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности. Легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа. И обновленная Конституция, принципиальные поправки в основной закон также стали выражением воли миллионов наших людей. Четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность. Все, во что мы свято верим и за что стоим. На передовой этой борьбы сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события. Так поступает и ведет свои репортажи Евгений Евгеньевич Поддубный. Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые, именно тяжелые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики. Хотел бы поблагодарить всех представителей российских средств массовой информации, тех, кто в этом зале, и тех, кто сейчас на передовой в сражающихся городах и поселках Донбасса и Новороссии, рядом с людьми в Курской и Белгородской областях, в других регионах нашей большой единой страны. Спасибо за вашу работу и объективность в оценках происходящего, за веру в Россию. Здесь, в этом зале, присутствуют представители депутатского корпуса, лидеры парламентских фракций и ведущих общественно-политических сил, чья нормотворческая деятельность, востребованные инициативы и проекты определяют развитие страны на многие-многие годы вперед. Героями труда стали Геннадий Андреевич Зюганов и Владимир Иосифович Ресин, а также руководители ростовского вертолетного производственного комплекса, руководитель его Петр Данилович Мотренко. Это предприятие вносит большой вклад в обеспечение технологического суверенитета России. Выпускает вертолеты, востребованные и в военной, и гражданской сферах. Реализует важные для работников социальные программы. Хочу поблагодарить всех, кто занят в отечественной промышленности, в аграрном секторе, кто наращивает наш научный и производственный потенциал, обеспечивает продовольственную безопасность России. Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас. И хочу еще раз повторить, вы сами и являетесь мелодией нашей страны и нашего народа. Александра Николаевна удостоена звания Героя труда России. Лучшие традиции нашей эстрады продолжают сегодня музыкант и композитор Игорь Яковлевич Крутой, певец Николай Викторович Басков, многие другие замечательные артисты. Высокий организаторский и педагогический талант демонстрирует призванный мастер балетной сцены Николай Максимович Цискоридзе. Уже более 10 лет он успешно возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. Воспитание настоящих профессионалов – дело крайне трудное и кропотливое, и речь не только о приобретении современных знаний. Важно вырастить достойных граждан, сформировать их нравственные ориентиры, привить чувство долга и ответственности за страну. Огромную роль здесь играет система образования. Поздравляю с государственными наградами представителей наших вузов и университетов. Исключительное влияние на становление молодых поколений оказывают и школьные учителя. Здесь в зале педагоги, воспитавшие героев России,
бойцов, добровольцев, которые заслужили это высокое звание, защищая Родину в зоне специальной военной операции. Заботу о будущем государства и благополучии его граждан невозможно представить без прогресса в медицине, постоянного поиска ее новых возможностей, эффективной и своевременной помощи людям. Отмечу многолетнюю плодотворную деятельность таких видных врачей, ученых, организаторов здравоохранения, как Андрей Дмитриевич Каплин и Константин Валентинович Котенко. Поздравляю с наградой и Марьяну Анатольевну Лысенко, представителя передовой школы московской медицины. Уважаемые друзья, наша страна живет, работает, постоянно развивается. Ваши достижения на профессиональном, творческом поприще служат этим целям, помогают уже сегодня менять жизнь к лучшему. От души желаю вам дальнейших успехов и новых свершений. Поздравляю с высокими государственными наградами. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Пахмутовой Александре Николаевне, народной артистке СССР, композитору. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Российской Федерации присвоено Поддубному Евгению Евгеньевичу, военному корреспонденту, руководителю студии Объединенной дирекции информационных программ телеканала «Россия». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые товарищи, я коротко воспользуюсь честью, чтобы сказать, мне кажется, очень важные слова. Мы живем сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живем в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающе надежную базу для наших детей, для развития, для счастливой, свободной жизни. И я знаю, я верю, победа будет за нами, потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России. За большие заслуги в укреплении российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность звание Героя Труда Российской Федерации присвоено Зюганову Геннадию Андреевичу, руководителю фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе. Уважаемый Владимир Владимирович,
дорогие товарищи, для меня и нашей партии всегда служение любимой Родине и трудовому народу было высшим смыслом. Мы гордимся тем, что в лихие 90-е все сделали для того, чтобы страна не столкнулась в гражданском противоборстве. Мы помогли Примакову, Маслякову после дефолта, по сути дела, оттащить страну от края пропасти. Владимир Владимирович, после вашего прихода к власти в Кремль ситуация изменилась кардинальным образом. Мы считаем, что вы нащупали главный нерв, который обеспечивал устойчивость нашей тысячелетней державы. Это является прежде всего суверенитетом, основанным на самодостаточности. Эту политику мы не просто поддерживаем, мы настойчиво реализуем в повседневной практике не только в рамках законов, но прежде всего в рамках трудовых коллективов и борьбы за подлинную независимость и нашу безопасность. Мы все делаем для того, чтобы победить вновь нацизм, фашизм. Наши отцы и деды показали пример, как это делается, а у меня в роду все воевали, все сражались. Я родом с Орловщины, где более 800 братских захоронений. Мы отправили на Донбасс и нашим бойцам 131 конвой, сейчас собрали новогодний, 150 тонн всего, что необходимо на передовой, командирам и солдатам, нашим раненым, нашим школьникам и студентам. Я должен вас поблагодарить от детей. В вашем доме отдыха в Снегирях уже прошли гражданское возмужание 22 тысячи детей и продолжаем эту уникальную практику. Мы считаем, что действительно сейчас всем нам и всему русскому миру брошен жесткий вызов. И лишь сплотившись, объединившись, собрав все силы, великую историю, наши подвиги, наше подвижничество, все сегодня мы должны стать героями в борьбе с нацистским злом и бандеровщиной. Я благодарю вас за то, что вы показываете в этом пример. Когда вы 3 дня назад вручали здесь бойцам и командирам высокие награды, рядом в Кремлевском дворце мы чествовали героев всех поколений. Меня поразила их скромность, когда они вышли и сказали: мы делаем свою настоящую мужскую работу, которую в трудную минуту должен делать и обязан каждый гражданин России. Я уверен, мы победим. Всем нам новых побед. Ресину Владимиру Иосифовичу, депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники награждения, Россия за исторически короткий промежуток времени вернулась в стадо или в великие державы. Москва сегодня один из самых комфортных для жизни и работы мегаполисов во всем мире. В ближайшее время Москва снова станет так, как и была в свое время 40-40. Но она уже в нынешних границах, а не в границах 2017 года. Спасибо вам за все это, Владимир Владимирович. И я уверен, что те планы, которые намечены, учитывая потенциал огромный и то уважение, и доверие, и любовь к вам со стороны народа, россиян, да и, я считаю, и во всем мире огромное уважение. Мы обязательно победим,
И в этом можно не сомневаться. Спасибо за внимание. За большой вклад в развитие экономического и оборонного потенциала страны звание Героя труда Российской Федерации присвоено Матренко Петру Даниловичу, генеральному директору Ростовского вертолетного производственного комплекса компании «Роствертол» имени Слюсаря. За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Васильев Владимир Абдуалиевич, руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе. За большой вклад в развитие профсоюзного движения в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Шмаков Михаил Викторович, президент Федерации независимых профсоюзов России. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые товарищи, эта награда, безусловно, не только моя, которую вы сейчас мне вручили, но это награда всему тому 20-миллионному отряду членов профсоюза, активистов профсоюза, которые работают, трудятся каждый день, и все мы заинтересованы в сильном государстве, все мы заинтересованы в том, чтобы в государстве была стабильность, и мы делаем все, чтобы это произошло, и поддерживаем все ваши труды, начинания и те решения, которые вы принимаете во благо нашего российского народа, российской государственности. Потому что профсоюзам, трудящимся, как никому другому, нужно сильное государство, сильная экономика для того, чтобы был достойный труд и достойная жизнь. Спасибо вам, Владимир Владимирович, от всех членов профсоюза за ту работу, за ту заботу, которую вы проявляете, в том числе и о нашем деле. И я благодарю еще раз перед всеми вас за то, что вы всегда уделяете большое внимание нашей деятельности. Мы и дальше будем самым стабильным отрядом в обществе для того, чтобы ничто, никакие внешние вызовы не поколебали нашего единства. Спасибо. За большие заслуги в развитии экономического потенциала Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награжден Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, друзья, я воспринимаю эту высокую награду как признание того, что российский бизнес, российские работодатели вносят свой посильный вклад в наше общее дело, в нашу победу. И мы видим сейчас, что, невзирая на беспрецедентное давление, санкции, ограничения, экономика показывает устойчивый рост. В этом, безусловно, немалая заслуга и российских предпринимателей. Но не меньшая заслуга и в том, что, Владимир Владимирович, вы организовали очень эффективный диалог бизнеса и власти, благодаря которому нам удается не только реагировать на эти вызовы, но и развиваться. И, в частности, речь идет
о проектах технологического лидерства, о технологиях, речь идет о социально ответственном поведении российских компаний, которое и в нынешних сложных условиях является очевидным фактом. Надеюсь, что в будущем мы также, благодаря нашему диалогу с законодателями, правительством и лично с вами, Владимир Владимирович, сумеем преодолеть все вызовы и преграды и вместе победим. Порядок, простите. Вот высказали все, не могу тоже не сказать. Я прослужил 30 лет больше в системе МВД, вышел из милицейской шинели, как говорят, поэтому пришел в форме в отставке. Прослужив этот срок, я оказался в положении, когда нужно было увольняться. Другого варианта у меня не было, потому что в то время непростые были времена. Мы вышли на аферы Березовского. И тогда, Владимир Владимирович, я бы ушел в народное хозяйство, если бы не вы. Вы меня пригласили, руководили тогда аппаратом Совбеза, председательствовали, и предложили мне управление по Северному Кавказу. Интересное управление в то время. Спасибо вам большое. Тогда я многому научился. И я сейчас обращаюсь к своим коллегам в системе. Я слышу жалобы, что идет выгорание, что оклад маловат. Не оклад определяет, коллеги, а отношение к работе. Забота о людях, служение стране. Поверьте, это я хорошо понимаю, надеюсь, вы тоже. И еще что хотелось бы сказать. Случилось так, что вы потом пригласили меня в очень непростую ситуацию, когда шло освобождение заложников Норд-Оста. Спасибо вам огромное, потому что я тогда как никогда почувствовал, что такое отвечать перед людьми. Отвечать на улице, отвечать в прессе, отвечать в непростой ситуации. Спасибо вам, во-первых, за доверие и за ту работу, которая была проведена. И тогда Россия вышла из этой вот тяжелейшей ситуации, когда была трагедия и позор. И вот тогда спасибо вам большое. Трагедия была, позора не было. Пошло возрождение, становление. Огромное спасибо вам за это. И крайне, знаете, вот говорят, и вы как-то поддержали эту мысль, что Россию ведет Господь. Знаете, получилось так, что я и не думал, когда вы мне предложили пойти работать в Дагестан. Я хочу поблагодарить за это. Это была такая возможность служить людям. Знаете, буквально недавно я зашел в магазин, и мне сказали, что продавец, она из Дербента, которая мне в прошлый раз отпускала сыр, приболела. Вы знаете, вот я уехал из Дагестана 3 года. Я до сих пор чувствую тепло, добро и уважение дагестанцев. Они вас очень уважают. Спасибо, что вы тех, кого ставите на тяжелый участок, никогда не отпускаете. То, что вы были рядом всегда. Один пример. В 6 раз увеличилась перевалка нефти в Махачкалинском порту после того, как вы взяли этот вопрос на контроль. Владимир Владимирович, вот сегодня я слушал всех. Я думал, так, знаете, перегружена тема, но слишком важное событие. Спасибо вам огромное. Долгих счастливых лет. Сейчас идет сбор вопросов к вам. Это не делает никто в мире. Так хорошо работать с людьми, мы вас учимся. И еще фракция «Единая Россия» просила передать вам огромное уважение, благодарность, что вы чувствуете всегда надежно, что мы четко выполняем задачи, поставленные президентом в интересах нашего народа. Спасибо за эту возможность. Спасибо. Всего доброго. За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, укрепление духовных традиций, заслуги в области экономики, здравоохранения, образования, культуры и спорта, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени награждены Крутой Игорь Яковлевич, народный артист Российской Федерации, композитор. Уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, очень волнительный день.
для меня сегодня, потому что высокая награда, очень высокая. И, конечно, волнуются все, и, слава Богу, мать дожила до этого момента. Но это не только моя личная награда, это, конечно, символ той культурной миссии, которую все мы, певцы, композиторы, поэты, художники, несем в своих сердцах. И вы, как никто другой, понимаете, что культура – это душа нации, это ее история, это ее будущее. Хочу вас еще раз поблагодарить за эту высокую награду. Хочу пообещать, что буду продолжать творить и работать во благо нашей великой страны. Спасибо. Михайлов Борис Петрович, двукратный чемпион Олимпийских игр по хоккею с шайбой. Уважаемый Владимир Владимирович, получая эту награду, я считаю, что это награда не только мне, но и всему российскому спорту. И где эта маленькая частица, что я сделал. В этот торжественный день, День Конституции, я хочу вам пожелать крепкого здоровья, еще раз здоровья, и чтобы вы помнили, что здоровье – это не ваше здоровье, а здоровье великой России. Спасибо. Шейх Уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Алхамдулиллахи ва бихи настаин. Уважаемый наш президент, дорогой Владимир Владимирович, в начале недели вы собрали почти что всех героев. Их не десятки, а уже сотни. И изумительную концентрацию состояния нашего общества, нашей страны, всех россиян, вы сказали вот этими словами: покорить, сломить Россию никому не удастся. Точно. Каждый век это доказываем. И до Парижа, и до Берлина, и до Стокгольма доходили. И дальше сейчас уже у нас перед кинжалами и другими передорожками границ нету. На нашей стороне, вы сказали, и правда, и сила оружия, и сила духа. И у нас тоже нет никакого сомнения, у всех россиян, в том числе и правоверных мусульман, что мы, несомненно, победим. Потому что правда у нас, сила духа у нас. А правда откуда? У каждого есть своя правда. А мы придерживаемся духовно-нравственных ценностей, данных Господом миров. Все и православные, и правоверные, иудеи, и другие традиционные конфессии России. И там не только за землю, не только чтобы вернуть то, что наше, потому что наша огромная страна, нет огромнее ее. Это два континента. Артland, как они говорят. На самом деле Европа, Азия, соединенные швом Урала, который есть опора державы. А правда от Бога. И сейчас не только по вправках, и Конституция восстановлена, и там уже вера в Бога признана несомненно. И в гимне Богом хранимая страна, одним единым Богом. И мы не только землю свою защищаем, суверенитет и независимость. Наши духовные и нравственные ценности
нашу цивилизацию, нашу культуру, наши духовно-нравственные ценности у всех у нас, у традиционной конфессии, от одного единого Бога. Они не разнятся, в частностях могут, в чем-то, второстепенных вещах, но в частностях это не решает проблемы. Недавно только на нашем совещании, если святейший патриарх Кирилл говорил, у нас один Бог, одна Родина, одно Отечество. А сила Духа тоже от Него. И душу Он дал. И вот эти духовные и нравственные ценности составляют стержень нашего духа. А сила оружия? То, что дано Богом, надо защищать. А что ее землю защищать? Да потому что оттуда, на этой земле, священной земле нашей отчизны, растет и хлеб, и родники, и реки, оттуда пьем, едим. Россия, рост и я. Все мы растем на этой земле. А там, в этой земле, прах наших матерей, наших отцов, наших дедов, наших предков, столетиями, слава Всевышнему. Это доказано. Но сегодня мир не только на Украине, не только на Донбассе кипит во время специальной военной операции, где наши джигиты, наши защитники Отечества с мужеством и отвагой защищают. Вместе с ними и наши имамы, вместе с православными батюшками, представителями традиционных конфессий, вместе. Среди них есть и погибшие, отдавшие жизни шахидами, настоящими истинными шахидами, и раненые. Но и весь мир ведь кипит. То, что происходит на Палестине, на Ближнем Востоке, это опять рядом. И опять угроза того распространения на Среднюю Азию, она абсолютно угроза терроризма. И поэтому многие вопрошают, неужели третий будет? Неужели третий будет? Неужели конец света будет? Но мы, верующие, прекрасно знаем, что конец света для каждого по отдельности он приходит. Уходит. Не уходят, а возвращаются в мир вечности и наши родители, и друзья, и родные каждый день. Но глобальный конец света, кроме Бога, никто устроить не сможет. Ни коллективный Запад во главе с Америкой, сколько бы у них не было и как бы ни кичились. Многополярный мир есть, он существует. И все подавляющее большинство людей, народов, которые придерживаются духовно-нравственных ценностей, веры, морали, они сейчас обращают взоры на нашу единую страну. И БРИКС, и то, что произошло в Казани, этому явное доказательство. И подавляющее большинство исламского мира. И на днях на Всемирном Русском Народном Соборе и его святейшество тоже, Кирилл сказал, мы не боимся конца света. Не боимся. Но у людей содрогание происходит, когда каждый день по телевизору слышим и видим, не только здесь, во всем мире сейчас. И даже ученые говорят о вероятности конца света. Вселенная расширяется, когда-то сожмется и вернется. Да нет. Посланники Всевышнего и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, пока на земле есть хотя бы один человек, который произносит «Господи мой, обращается к Нему, из-за его достоинства конца света не будет. А даже если будет, если в руках саженец, успейте, посадите этот саженец. И это зачтется. На поле битвы они ни за что, ни всем коллективом во главе с тем, который возомнил себя фараоном всего мира, не смогут победить. Это доказано столетиями. Но многонациональная наша страна, многоконфессиональная, внутренне себя сохранить и не поддаться ни на какие провокации. И наши важнейшие
главнейшая и священная задача – сохранить мир и спокойствие в нашей стране и единство, свободу и суверенитет нашей отчизны. Благодарим вас. Слава Всевышнему, в этом веке мы вступили в новый век, и это век России. Расти и дальше, и нашим детям, и эта война дает нашим детям этой операции огромный пример и практику, альхамдулилля. Храни вас Господь. Орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени награждены Газаев Валерий Георгиевич, заслуженный тренер России. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для нашей великой, могучей страны. Спасибо. Котенко Константин Валентинович, директор Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное за высокую награду, и очень особо почетно получить ее из ваших рук. Я хочу передать вам слова благодарности от большого коллектива Государственного научного центра Российской Федерации, Российского научного центра хирургии имени академика Бориса Васильевича Петровского, Министерства науки и высшего образования, за ваше внимание, за ваши решения, за ваше участие в делах врачей, медсестер и пациентов. И хочу сказать, что сейчас система здравоохранения у нас, она, наверное, самая доступная в мире, именно бесплатное здравоохранение, потому что мы ежегодно получаем повышение квот и ВМП, это высокотехнологичная медицинская помощь, и ВМП в УМС, мы получаем большее количество квот. Сейчас вот нам, как федеральному центру, нам не нужно разговаривать с территориалами. Да? Министры здравоохранения территорий проще отправляют на лечение федеральные центры пациентов, потому что у нас свои квоты, это огромное счастье для людей. И очень быстрое выполнение квот, то есть вот доступность и скорость оказания медицинской помощи. Я считаю, что это одна из самых лучших сейчас в мире. И, Владимир Владимирович, передаю пожелания нашего большого коллектива вам крепкого здоровья, а всем нам одной большой победы. Спасибо. Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени награждены Каприн Андрей Дмитриевич, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, многоуважаемые товарищи, это огромная награда для меня, и, конечно, это награда всего того большого коллектива, который мне доверена честь возглавлять. Это коллектив врачей, медсестер, санитарок, людей, которые помогают людям страждущим. И мы, медики, всегда были на передовой. Это доказала и пандемия, и сейчас доказывает специальная военная операция. Но без поддержки это делать нельзя. И вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете. Вот посмотрите, когда-то мы, онкологи, пользовались 12 препаратами радионуклидной терапии. Сейчас их уже 65 за какие-то 3 года. Это огромный прорыв. Мы сейчас занимаемся разработкой вакцинотерапии, клеточной терапии. Это все было для нас когда-то, казалось, далеко в будущем. Но сейчас при поддержке вашей, правительства Российской Федерации, министра здравоохранения, министерства в такой команде, понимая, что онкология – враг общий, который
забирает жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, 27 тысяч жизней ежедневно в мире забирает эта беда. Поэтому мы с вами понимаем, вы это понимаете больше всех и лучше всех, как главнокомандующий, мы понимаем, что мы должны это делать за совесть, потому что тут нет бронежилетов. Эта болезнь может коснуться и нас, врачей, и наших близких, поэтому здесь победа общая. И спасибо вам за эту поддержку, за ту силу, которую вы даете своей жизнью и своим примером. И мы готовы трудиться на благо Отечества и показывать пример, схожий с вашей жизнью. Спасибо. Лысенко Марьяна Анатольевна, главный врач Московской городской клинической больницы номер 52. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, коллеги, от лица огромного количества медиков, и врачей, и медсестер, и санитарок, и всех тех людей, которые трудятся рядом с медициной, с огромной социальной сферой, я хотела бы поблагодарить вас за абсолютно личное, очень внимательное участие в делах российской медицины. И за ту медицину, которой она стала. Я закончила Московскую медицинскую академию в 1994 году. Это не так давно. Но перспектива, которая была у нас тогда, когда мы заканчивали вуз, она существенно отличается от того, что происходит сейчас. У нас не было материально-технической базы, элементарные вещи казались фантастикой. И так, в общем, о развитии не думалось. Понятно, что у нас была прекрасная педагогическая и русская клиническая школа, всегда славилась своей базой, но, тем не менее, эту базу надо было на чем-то реализовывать. А сейчас другая медицина. Сейчас есть искусственный интеллект, сейчас есть электронные истории болезни, сейчас есть генно-модифицированные препараты, сейчас есть любые лекарства. Сейчас абсолютно спокойно мы противостоим всем тем вызовам, которые, так уж сложилось, все время происходят последние несколько лет. И действительно, медики российские доказали, что мы можем абсолютно все. И можем мы это благодаря тому, что есть поддержка государства, благодаря тому, что есть ваше личное внимание ко всем нашим проблемам. И пандемия, и те дела, которые сейчас реализуются медиками в рамках специальной военной операции, и все то, что делается сейчас, невзирая на все санкции, в научно-технической сфере, которая касается медицины, просто несравнимо с тем, что было совсем недавно. Поэтому благодарность, низкий поклон и за то, что создаются условия, в которых люди могут проявляться, проявиться и достигать совершенно невероятных высот. Потому что, конечно, медицина – это люди. И мы строим, наверное, единственную такую пациентоцентричную медицину в сравнении со всем миром. И мы ее, безусловно, построим. Да, дел еще много. Медицина – это сложная история. Нет никогда точки, есть только многоточие, бесконечная такая лестница вверх. Но мы точно совершенно ее преодолеваем. И преодолевают ее люди, которые никогда не сдаются. И в них можно быть уверенным. Спасибо вам. Спасибо. Нарочницкая Наталья Алексеевна, член Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда изучения исторической перспективы. Дорогой Владимир Владимирович, уважаемый президент Великой России, спасибо за эту награду, которая награда не только мне, но и моим коллегам, друзьям, единомышленникам, соратникам по Фонду исторической перспективы, без которых я бы не смогла сделать и толику. Следующее поколение будут за многое вам благодарны, Владимир Владимирович. Я скажу только об одном, что для меня очень важно. Низкий вам поклон
за восстановление национально-государственной воли России, нашей цивилизации, к самостоятельному историческому бытию. Именно с этой волей, которая восхищает большую часть мира и повергает в гнев и трепет гораздо меньшую часть, где наши недруги, эта воля ведет нас к единственно возможному условию нашего существования – это быть равновеликой всему совокупному Западу геополитической и военной силой и самостоятельной исторической личностью с собственным поиском универсального смысла бытия. Наши недруги, которые стремятся нанести нам как можно больше вреда и ущерба, не осознают, какую бессознательную услугу они при этом попутно нам оказывают, ибо они очищают нас. Все, что мы переживаем сейчас, приводит к тому, что грех, зло, плохое уменьшается, а доброе, великое, главное возвышается в душах людей, и мы единимся. И наши люди, наши воины, вот герои здесь присутствуют, для них сегодня, как и для наших предков, как для Дмитрия Донского, Александра Невского, Суворова и Кутузова, Нахимова, Корнилова, Деникина, Колчака, Карбышева генерала, Александра Матросова и Зои Космодемьянской, вера, отечество, честь, долг, любовь – это те ценности, за которые нельзя пожалеть даже своей жизни. И поэтому, как Пушкин, я хочу закончить, и в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Спасибо вам. Сильников Михаил Владимирович, генеральный директор научно-производственного объединения специальных материалов, город Санкт-Петербург. Уважаемый Владимир Владимирович, я выражаю глубокую признательность за такую высокую оценку моего труда. Я являюсь руководителем научно-производственного объединения специальных материалов, которое специализируется на разработке и изготовлении средств индивидуальной и коллективной бронезащиты. Ряд наших изделий в условиях специальной военной операции оказались особо востребованы, и мы увеличили в десятки раз производство таких изделий. Для этого потребовалось гигантский объем работы по разработке и реализации новых технических решений. Потребовалось техническое перевооружение, обновился парк оборудования и созданы были новые производства. Мне известно, что тысячи наших военнослужащих, использующих наши изделия, остались благодаря этому живы и здоровы. Я лично встречался с некоторыми из них. Я хотел все-таки выразить признательность Министерству промышленности и торговли и лично Денису Валентиновичу Мантурову, которые за их действенную помощь и поддержку. Я, опять-таки, слова благодарности Александру Дмитриевичу Беглову и правительству Санкт-Петербурга, которые помогали и поддерживали нас все время. Но особенно я хотел отметить самоотверженный и героический труд наших ученых, конструкторов, технологов, руководителей всех уровней и рабочих, которые в сложнейшей ситуации сумели выполнить все, без исключения, заказы в срок, в полном объеме и с хорошим качеством. И, уважаемый Владимир Владимирович, я хотел попросить тоже отметить их трудовой подвиг и поддержать просьбу о награждении предприятия научно-производственного объединения специальных материалов орденом за военные заслуги. Это будет не только дальнейшим стимулом для наших свершений в интересах нашего Отечества, но и лишний раз покажет Госдепу США, что они не зря внесли наше предприятие в свои санкционные списки. Цискоридзе Николай Максимович, народный артист Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой, город Санкт-Петербург.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, девиз этого потрясающей награды — 3 очень значимых слова: честь, слава и польза. Стоя на этом самом месте почти четверть века назад, я произнес фразу, которую я повторял очень много раз. Я сын очень древней православной земли, Грузии. Я российский гражданин, я русский артист. Сегодня эти слова обрели совершенно другой вес и значение. Российское государство, оно очень богато величайшими личностями. Кто не был славянином по происхождению, но очень сознательно выбрал своей землей, своим отечеством Россию. Я очень горд сегодня получить эту награду. И для меня это огромный стимул верой и правдой служить моему отечеству, России. Спасибо большое. Орденом Александра Невского награждены Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Уважаемый Владимир Владимирович, безмерно благодарен за высокую оценку моего скромного труда. И, как говорили мои коллеги, это не только моя награда, а награда всему нашему коллективу. Мне особенно приятно получить награду из ваших рук в День Конституции, потому что для юриста это особый праздник, День Конституции. Владимир Владимирович, 14 декабря 2023 года в ходе прямой линии вашей вам был задан вопрос относительно того, какие приоритетные задачи стоят перед Россией. И вы тогда сказали, что самая главная задача – это укрепление нашего суверенитета. При этом суверенитет, вы пояснили, надо рассматривать в широком смысле слова, как внешний и внутренний. Внешний суверенитет защищают наши бойцы, сейчас герои в рамках нашей спецоперации. Внутренний суверенитет – это суверенитет в финансово-экономической сфере, это технологический суверенитет. И я бы еще добавил и образовательный суверенитет. Мы должны основываться в нашем образовательном суверенитете на те традиции, вековые традиции образования, которые у нас сложились, которые могут отвечать на те вызовы, новые вызовы, которые перед нами стоят, и цифра, и технологии, и так далее. Владимир Владимирович, мы обязуемся перед вами готовить высокопрофессиональных специалистов, патриотов нашей великой, любимой России и укреплять мощь и суверенитет нашего государства, нашей великой России. Спасибо вам огромное. Богатский Владимир Григорьевич, главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени Торопова. Зубов Дмитрий Львович, председатель Совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации. Узденов Али Мусаевич, председатель попечительского совета Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных «Живая природа степи», Ростовская область. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие участники церемонии, я от всех защитников природы, добровольцев, волонтеров хотел поблагодарить вас при всей вашей загруженности, то, что вы уделяете внимание, заботу сохранению природы и животного мира нашей огромной страны. Много лет назад вы обратили внимание на то, что наша страна может потерять такую редкую, красивую кошку, акбарс.
Ирбис, Снежный барс. И, Владимир Владимирович, мы в этом году впервые, ассоциация Ирбис провела общероссийский учет снежного барса, и можем сказать, что их у нас 87. Они все описаны искусственным интеллектом, программой, написанной Сбером. Теперь они в нашей базе данных. И хотелось бы от всех, кто неравнодушен к природе, подарить вам уникальный снимок снежного барса. Он первый, который получился на хребте Чихачева в Горном Алтае. Я думаю, он украсит какое-то из помещений, которое вы определите. Спасибо вам. Будьте здоровы. Орденом почета награжден Басков Николай Викторович, народный артист Российской Федерации, артист-вокалист. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые дамы и господа, для меня большая честь сегодня находиться в этом зале и получать столь высокую награду из ваших рук. Я хочу сказать, конечно же, огромное спасибо своим родителям. Это заслуга их, мой отец бы сегодня очень гордился, к сожалению, не дожил. Сказать огромное спасибо своим наставникам, педагогам, учителям и, конечно, своим поклонникам моего творчества. Я родился в семье военных, и мои родители с детства воспитали во мне любовь к нашей Родине. И сегодня я хочу сказать глубокие слова благодарности, восхищения нашим бойцам, героям и тем людям, которые выполняют сегодня специальную военную операцию, за их мужество, героизм, профессионализм, за их любовь и преданность нашей стране. И сегодня, когда они защищают нашу Родину от наших врагов, мы не имеем права быть безучастными, безответственными, поверхностными. И я хочу поблагодарить всех тех своих коллег-артистов, которые сегодня оказывают посильную помощь для приближения нашей общей победы. Выступают в зоне специальной военной операции, в госпиталях, оказывают гуманитарную поддержку и активно бьются в информационной войне, развязанной против нашего общества. И делают это по зову сердца и от чистой души. 22 июня 2022 года в 4 часа утра я вместе с волонтерами Донбасса на развалинах Саур-могилы исполнил песню «Священная война». Текст к этой песне написал Василий Лебедев-Кумач. Я бы хотел закончить свое выступление словами этого поэта, потому что мне кажется, что их сегодня должен слышать каждый человек в нашей стране. В нашей грозной священной войне нет различия между фронтом и тылом. То, что делал ты, делай вдвойне, с неустанным старанием и пылом. И победа будет за нами. Спасибо. Орденом дружбы награждены Легкий Виталий Богданович, токарь-карусельщик акционерной компании «Тула-Маш-завод». Марков Александр Михайлович, тракторист-машинист крестьянского хозяйства, Алтайский край. Знаком отличия за наставничество награждена Савиных Надежда Ивановна, учитель и наставник участника специальной военной операции Орлова Николая Николаевича.
Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присвоено Голубенцевой Наталье Александровне, артистке-кукловоду телепередачи для детей «Спокойной ночи, малыши». Дорогие друзья, нашей передаче в этом году исполнилось 60 лет. И я благодарю судьбу за то, что она связала меня с ней практически с основания на всю жизнь. Ее делают замечательные, творческие, талантливые люди для наших детей. И я счастлива, что могла работать и могу работать вместе с ними. А еще мне очень приятно, когда ко мне подходят люди разных поколений и так трогательно говорят: «Спасибо вам, вы наше детство». Спасибо вам большое за такую огромную честь. Я ее хочу разделить вместе со своей командой, без которой я бы не могла бы достичь такой награды. А мы со Степашкой хотим сказать: спокойной ночи, девочки и мальчики. Держим ушки на макушке. Спасибо. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Федюниной Марине Зоревне, учителю средней общеобразовательной школы номер 10 имени академика Овчинникова, Красноярский край. Я очень коротко скажу. Уважаемый Владимир Владимирович, мой педагогический стаж 50 лет. За это время я видела очень многое и много этапов развития нашего образования. Вот я думаю, что я выражу мнение учительства нашего Красноярского края, думаю, что российского учительства тоже. Мы настолько ваши горячие поклонники за то, что сейчас приоритетом является гражданское воспитание, что в приоритете воспитание человека. Не просто знания. Знания – это прекрасно. Но самое главное, кому мы эти знания дадим. За мной целый корпус образования Красноярского края. Это очень большой край, это богатый край. И мы с радостью выполняем все те наказы, которые вы делаете. Мы работаем с детьми, потому что в школе формируется человек. Приходит 7-летний маленький ребеночек и выходит 18-летний человек. И что мы в него заложим? Это зависит от школы, и ваши все начинания, ваши все наставления мы очень ценим и очень ценим внимание ваше к простой, обычной российской школе. Спасибо огромное. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Скуратовой Ольге Ивановне, мастеру контрольному на горячих участках работ компании «Уральская сталь», Оренбургская область. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено Ващенко Наталье Владимировне, директору Луганского республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
присвоено Кафлановой Зареме Мерза Керимовне, учителю и наставнику Героя Российской Федерации Абуталимова Тимерлана Умаровича. Савинцеву Александру Сергеевичу, учителю и наставнику Героя Российской Федерации Головина Владислава Николаевича. Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присвоено Александровой Ольге Ивановне, ректору Всероссийского государственного университета юстиции. Дорогие друзья, позвольте два слова сказать в завершении нашей церемонии. Вот один из награжденных, доктор, сказал, что по линии медицины все-таки пока нет абсолютной защиты от некоторых болезней, нет бронежилета. Да, наверное, пока нет, но мы идем вперед. И другие выступавшие говорили о том, что многое то, что вчера казалось невозможным, фантастикой, сегодня реализуется на практике, в жизни. Для меня большая честь наградить всех вас, а особенно тех, я думаю, что вы разделяете то, что я сейчас скажу, тех, кто на протяжении десятилетий был символом нашей страны и делал то, чем все мы наслаждались и гордились. Я имею в виду, допустим, творчество Александры Николаевны Пахмутовой, либо наши выдающиеся хоккеисты. Знаете, моя семья далека была от спорта, ну, кроме меня. Я занимался регулярно, а родителей точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов, он был кумиром моей мамы. Удивительно. Знаете, я вот сейчас вспоминаю об этом, и вот это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в Московском Кремле. Но что касается защиты, что касается бронежилетов, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом является характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации. А вы, безусловно, вносите огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают нашу страну вперед. Большое вам спасибо. Поздравляю вас.